Обои или покраска стен. 10% заказчиков с порога заходя говорят, что только обои, никакой покраски. Еще 10% говорят, только покраска, никаких обоев. И 80% таких колеблющихся. Вот этот ролик для колеблющихся 80%. Мы будем рассматривать с той стороны, что у вас работает мастер отделочных работ. Если вы собираетесь делать сами, то 100 очков даю, что хорошего качества вам не видать. Но даже если вы собрались делать сами, тоже есть один неплохой вариантик. На всякий случай, внешний вид. Покрашенная стена выглядит так, стена в обоях выглядит вот так. Теперь сравниваем по технологиям. Чтобы поклеить обои, нужно возвести стену, оштукатурить, ошпаклевать, наклеить обои. Чтобы стену покрасить, нужно возвести стену, оштукатурить, ошпаклевать, утопить туда стеклохолст, еще раз ошпаклевать, потом покрасить. Как видите, сложностей с покраски больше. Под покраску стена должна быть подготовлена сильно лучше, чем под обои. Если только это не тоненькие бумажные обои, такие обычно клеятся в детскую, они показывают неровности стены еще лучше, чем краска. То есть под них должно быть все прям вообще идеально. Многие любят не армировать стену стеклохолстом перед покраской. И потом на стенах мы часто наблюдаем трещины. Особенно это видно в общественных местах, где заказчик хочет побольше сэкономить. Да? В всяких магазинах, автозаправках, там, шоурумах и так далее. То есть особенно хорошо видно эта трещина над дверью. То есть почти в каждом магазине есть трещина над дверью. Теперь вы тоже об этом знаете и, заходя в каждый магазин, будете смотреть, видеть трещину над дверью, думаете, да ее. Чтобы трещина прошла через обои, достаточно редкое явление. Такое бывает, но очень редко, и то в основном на гипсокартоновых стенах. По ценам. Краска выйдет за материал где-то от 100 до 1000 рублей за квадратный метр. Стоимость работы выйдет где-то от 50 до 300 рублей за квадрат. Красить надо уметь. Если вы думаете, да что там валиком помахал там и все дела. Нет, не так. Нужна хорошая краска, нужно подобрать хороший валик, нужно хорошее зрение, хорошее освещение. И тогда стена получится хорошая, однотонная. А если нет, то будут там пятна, разводы, там какие-то блики, там... вы поняли. Обои обойдутся от 100 рублей за квадрат до бесконечности. У обоев по цене потолка нет. Стоимость работы вам обойдется где-то там от 200 рублей до 500 рублей за квадрат. Хотя никогда не понимал, почему так дорого, то есть, возможно, особенность региона. Во время поклейки обоев не нужно допускать сквозняков, а то они тупо отклеятся. И клеить на стык в стык, чтобы там рисуночек совпадал, на это тоже способен не каждый. И если так посмотреть, то работа с материалом, если в одном примерно ценовом сегменте, что покраска, что обои выйдут примерно одинаково. Экологичность. Моя любимая тема на все времена. Есть мнение, что обои дышат или краска дышит. Так вот, никто из них не дышит, дышат или открытые окна, или вентиляция. Единственное, что хорошо в обоях, то что их наклеил, и они никуда не убегут. С дешевой краской так не работает. Краска может пачкаться, и есть у нас такой дешевый вариант краски, она называется потолочная. Назвали ее потолочной просто потому, что нищенская звучит слишком плохо. Мы когда потолок красим, мы его руками не трогаем. И туда используется специальная краска, в которой латекса почти нет, там только порошок и вода. И если вы нанесли ее на стены, то дети взяли, там что-то ее изрисовали, вы попытались тряпочкой ее помыть, помыли, и краска эта со стены сползла. Вот. А дети, когда мокрыми руками ее потрогали, потом в рот руки засунули, и все. И у них во рту осталась эта краска. Вот это вот очень экологично. В дорогих красках больше латекса. Они также называются моющиеся краски. Даже если дети фломастером во всю стену изрисовали, просто тряпочкой прошли, и все, победа. Ремонтопригодность. С обоями, просто беда. Если кто-то что-то там царапнул или там оторвал кусок, это все, это конец. Есть всякие разные маркеры, которые неплохо закрашивают повреждения, но они хорошо развиты в Америке, в Канаде, а у нас что-то пока в таком зачаточном состоянии. Так что если обои получили повреждения, то все. Надо либо смириться и жить тупо с рваными, либо надо отклеивать эту обоину, перешпаклевывать, клеить новую, а ваши обои уже немного выцвели на солнце и новая не попадет в тон. Покраски, армированной стеклохолстом вообще наплевать. Ее-то особо и не повредишь. Но если кто-то даже что-то там изрисовал, царапнул, даже прям царапнул, то не проблема, да, взял. Стеклохолст прекрасно впитывает, и можно подкрасить, и даже тон не изменится. Внешний вид. Здесь каждый выбирает для себя сам. Цвет краски определяется по палитре. То есть, когда дизайнер рисует для вас интерьер квартиры, и там есть краска, то он пишет не просто салатовый цвет, а он пишет RAL и 4 цифры к нему.
чтобы был ровно тот салатовый, который нужен, с тем оттенком. Вы увидите цвет на визуализации и скажете: да-да, вот ровно вот такой тон я хотел, и вот прямо ни влево, ни вправо. Все. И вы приходите в магазин с красками, и там есть точные приборы, которые сделают ровно так, как вы хотите. Ровно тот цвет. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Все. У обоев своя функция. Например, вы хотите себе в спальню красные обои с черными точками, чтобы там сразу было понятно, куда плетки ставить. А в детскую хотите там обои нежные с винни-пухом и ромашками, ну тогда точно обои. Вот. Ну или обои также будут, если вы краску прям на дух не переносите. Обновить комнату с краской, совсем просто, взял и перекрасил. С обоями немного сложнее, то есть когда обои отрываешь, они часто отходят вместе со шпаклевкой, то есть придется перешпаклевать и потом переклеить новые обои. Это дольше, дороже и пыли много. Также краска бывает магнитная, для рисования, пожаростойкая и еще много может решать всяких задач. Обои неплохо решают задачу, когда отсчитывают время до их переклеивания. Ну и самое последнее. Лайфхак для тех, кто хочет сделать дешево, сэкономить или сделать людьми без квалификации. Есть такой вариант. Это стеклообои под покраску. Не стоят ровным счетом ничего. Их волнистая структура скрывает вообще любые неровности. Взяли, протянули стену под правило, даже маяки не нужны. Шпаклинули на разок, сверху эти стеклообои и красим. А когда только красите, нужно обязательно, когда на первый раз развели на 10-15% водой краску, прошли на первый раз и потом второй раз уже прошли как надо. И все готово. Обязательно разбавить нужно, потому что если на первый раз не разбавить, то на вот этих вот бугорках краска скатывается и получается очень некрасиво, щербатая покраска получается. Вот и все. Все неровности на стене скроют стеклообои с рельефом, выбор краски по цене останется полностью на вашей совести. Ну вот, собственно говоря, и все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также вы можете написать интересующую вас тему в комментариях, мы также можем сделать на нее выпуск. А если хотите заказать дизайн-проект с подбором стен специально под вас, то мои контакты также найдете в описании к ролику. До новых встреч!